Что если целая деревня исчезла из реальности и вернулась обратно? В сибирской тайге нашли поселение, где часы остановились в одно и то же мгновение, а следы жителей обрываются прямо посреди леса, без единого признака борьбы. И это еще не самое странное, что там обнаружили. Группа геологов наткнулась на это место в октябре 2017-го. В 300 километрах от ближайшего города, без дорог, без связи, без какого-либо объяснения тому, что они увидели. Столы накрыты, печи протоплены, детские игрушки разложены по местам и ни одного человека. Как будто жители просто шагнули за порог и растворились в тайге. Геолог Андрей Васильев первым вошел в крайний дом. По его словам, записанным в официальном отчете экспедиции, внутри стоял запах свежего хлеба. Буханка лежала на деревянном столе, накрытом льняной скатертью. Хлеб не зачерствел, не покрылся плесенью. Он был мягким, словно испеченным несколько часов назад. На улице в тот момент стояло -8. Деревня называлась Карымова. 23 дома, колодец в центре, небольшая церковь без купола. Никаких упоминаний в региональных реестрах, никаких записей в архивах Красноярского края. Деревня существовала, но официально ее не было никогда. Геологи насчитали следы как минимум 40 человек. Детская обувь у порогов, мужские сапоги в сенях, женские платки на крючках у входных дверей. В одном доме на веревке висело белье, сухое, хотя накануне шел дождь. В другом на плите стоял чугунный котел с остатками вареной картошки. Картошка не сгнила. Васильев вызвал остальных членов группы по рации. Когда все 6 собрались в центре деревни, первое, что они заметили, эту абсолютную тишину. Не было ветра. Даже деревья вокруг деревни стояли неподвижно, хотя в километре от нее кроны качались от порыва. В третьем доме от колодца геологи нашли стол, за которым явно только что сидели люди. 4 тарелки с едой, 4 кружки с чаем. Геолог Марина Соколова потрогала кружку. Она была теплой. Не горячей, но определенно теплой. Соколова потом скажет, что именно в этот момент у нее впервые возникло желание немедленно уйти. Никто не ушел. Группа решила осмотреть деревню полностью до наступления темноты. Церковь оказалась заперта изнутри. Через щели в досках было видно, что внутри горят свечи. Недогорающие огарки, полноценные свечи, горящие ровным пламенем. Дверь не поддалась ни на сантиметр. Когда один из геологов, Павел Коротков, попытался заглянуть в окно, он увидел иконостас и скамейки. На скамейках лежали тулупы и шапки, как будто люди только что встали и вышли. Куда они вышли из запертой изнутри церкви, неизвестно. На огородах за домами картошка была выкопана и аккуратно сложена в мешки. Мешки стояли рядом с погребами, но в погреба убраны не были. Инструменты, лопаты, ведра лежали рядом, воткнутые в землю или прислоненные к заборам. Работа остановилась в середине процесса. Следы людей вели от деревни в сторону леса. Геологи насчитали не менее 15 пар следов, уходящих в одном направлении, на северо-восток, в самую гущу тайги. Следы не возвращали. Группа прошла по ним около 300 метров, после чего следы просто исчезли. Ни в болоте, ни в ручье, ни в густом подлеске. Они обрывались на твердой земле посреди леса, как будто люди поднялись в воздух или шагнули сквозь невидимую стену. Васильев сделал фотографии обрыва следов. На снимках видно, земля влажная, отпечатки четкие, последний шаг каждого из следовых цепочек полный, уверен. И затем ничего. Группа вернулась в деревню с наступлением темноты. Свечи в церкви продолжали гореть. Коротков вернулся к месту обрыва следов на следующее утро один с рулеткой и блокнотом. Он хотел замерить расстояние между последними отпечатками, чтобы понять, ускорялись ли люди перед тем, как исчезнуть. Расстояние между шагами было стандартным — 70-75 сантиметров. Никакого ускорения, никакого прыжка. Люди шли спокойным, размеренным шагом и пропали. Коротков лег на землю и осмотрел последний отпечаток вплотную. Край следа был четким с 3 сторон и размытым с 4, той, куда должен был последовать следующий. Будто нога начала движение вперед и не завершила его. Васильев в это время обходил периметр деревни и обнаружил кое-что, что накануне никто не заметил. Вдоль северной границы деревни, там, где огороды упирались в лес, в землю были вкопаны столбы. Незаборные, слишком толстые и слишком глубокие. На каждом столбе вырезаны символы, концентрические круги, пересеченные вертикальными линиями. Столбов было 12, и стояли они на равном расстоянии друг от друга. Ровно по 3 метра между каждым. Васильев измерил. Символы на столбах не совпадали ни с одной известной системой письма. Геолог сфотографировал каждый столб отдельно, затем всю линию целиком. Позже, уже в Красноярске, он покажет снимки нескольким специалистам по сибирским народам. Ни хантыйское, ни ивенкийское, ни кетское письмо никто не смог опознать символы. Между тем Соколова осматривала дома изнутри и нашла в одном из них нечто, что не вписывалось в общую картину заброшенности. Под поле, под половицами стояли стеклянные банки с заготовками: огурцы, грибы, варенье. Банки были закатаны металлическими крышками. На крышках маркировка советского завода «Стеклотары», год производства 87. Но содержимое банок выглядело свежим, как будто закатано в этом сезоне. Огурцы плотные, рассол прозрачный, без единого пятна плесени. Соколова взяла одну банку с собой. В лаборатории Красноярского университета ее вскроют через 3 недели.
Результат анализа покажет, что огурцы были законсервированы не более 6 месяцев назад. Самая странная находка того дня ждала геологов в церкви. За ночь свечи догорели. Это было единственное логичное объяснение тому, что утром огня уже не было. Коротков нашел способ попасть внутрь. Одна из досок в боковой стене держалась только на 2 гвоздях и поддалась без особых усилий. Внутри церковь оказалась меньше, чем выглядела снаружи. Иконостас занимал всю восточную стену. Иконы были старые, потемневшие от времени в деревянных окладах, но одна из них выбивалась из общего ряда. На центральной иконе было изображено нечто, что не вписывалось ни в один канон православной иконографии. Вместо привычного лика фигура в темных одеждах, стоящая на пороге между 2 пространствами. Слева от фигуры лес, узнаваемая тайга с соснами и ель. Справа абсолютная темнота, в которой едва угадывались силуэты людей. Люди на иконе шли в темноту. Все до одного. Спиной к зрителю. Под иконой на церковнославянском была выведена надпись. Коротков сфотографировал ее и позже перевел с помощью специалиста. Надпись гласила: «Ушедшие по зову вернутся, когда врата закроются вновь». Геологи провели в деревне еще 1 день. За это время никто из них не слышал ни одного звука из леса. Ни птицы, ни зверя, ни треска ветра. Тайга вокруг деревни молчала так, словно все живое обходило это место стороной. На 3-й день Васильев принял решение идти в лес по направлению следов дальше, чем группа заходила прежде. Взяли компас, запас еды на сутки, рацию. Вышли вчетвером. Васильев, Коротков, Соколова и техник экспедиции Игорь Белов. 2 остались в деревне. Первые полкилометра тайга выглядела обычно. Сосны, ели, мох, бурелом. На 180 метре от точки обрыва следов Белов заметил первое дерево. Сосна диаметром около метра была расколота сверху донизу. Не сломана, а именно расколота, как будто по ней ударили изнутри. Края разлома смотрели наружу. Вокруг дерева не было ни следов молнии на земле, ни запаха гари, ни обугленной коры. Через 30 метров второе такое же дерево. Потом третье. Геологи насчитали 11 расколотых деревьев, выстроенных почти в прямую линию, уходящую вглубь тайги на северо-восток, ровно в том направлении, куда вели исчезнувшие следы. Васильев взял образцы древесины с 2 деревьев. Лабораторный анализ, сделанный позже, покажет, разлом произошел не более 2 недель назад, и температура в точке разлома в момент события была не менее 800 градусов, при полном отсутствии следов огня на поверхности коры. На километр вглубь леса группа вышла на поляну. Поляна была идеально круглой, с около 40 метров в диаметре. Трава на ней была примята по спирали, а от краев к центру. В центре земля оказалась твердой, как асфальт, и темной почти черной. Соколова попыталась воткнуть в нее складной нож. Лезвие не вошло ни на миллиметр. Компас на поляне вел себя иначе, чем в лесу. Стрелка не крутилась хаотично, она просто указывала в центр поляны, независимо от того, в какую сторону поворачивался человек, державший прибор. Васильев проверил трижды, отходя на разные расстояния от центра. На краю поляны компас снова работал нормально. Белов первым обратил внимание на звук. Точнее, это на его отсутствие в определенной точке. Он стоял в центре поляны и позвал остальных. Здесь не было эха. Коротков хлопнул в ладоши. Звук поглощался мгновенно, не отражаясь ни от деревьев, ни от земли. Как будто звук падал в пустоту прямо на месте. По краю поляны, у самой кромки леса, Соколова нашла вещь. Не разбросанные, аккуратно сложенные у основания деревьев. Платок, сложенный вчетверо. Детский валенок. Мужской нож в кожаных ножнах. Деревянная ложка с вырезанным на черенке узором. Всего 7 предметов, каждый учтенный у отдельного дерева на равном расстоянии друг от друга вдоль окружности поляны. Предметы выглядели так, как будто их положили намеренно. Не потеряли, не бросили в спешке. Нож был вложен в ножны, платок сложен аккуратно, валенок поставлен носком к центру поляны. Группа не стала трогать предметы. Васильев сфотографировал каждый из них и всю поляну целиком с разных точек. Когда он просматривал снимки уже на обратном пути, обнаружилось кое-что, чего никто не видел во время съемки. На 2 фотографиях, сделанных с северного края поляны, в центре угадывался силуэт. Темный, размытый, вертикальный. Ни один из 4 человек в тот момент в центре поляны не стоял. Группа вернулась в деревню до темноты. Белов всю дорогу назад молчал и на вопросы отвечал односложно. Уже в деревне, когда остальные разбирали оборудование, он сказал одну фразу, что на поляне у него было стойкое ощущение, что кто-то смотрит из центра наружу. Не снаружи внутрь, а именно изнутри земли наружу. Ночью Коротков дежурил первым. В 2 часа ночи он разбудил всех. Свечи в церкви горели снова. Коротков не стал будить всех сразу. Он сначала пересчитал огни. Через щели в досках церкви было видно 7 свечей. Накануне вечером, когда группа последний раз проходила мимо, церковь была темной. Замок на двери, тот же, нетронутый и закрытый изнутри. Васильев принял решение не ломать дверь. Вместо этого он обошел церковь снаружи и через доску, которую отгибали раньше, заглянул внутрь. Свечи горели на подсвечнике перед иконостасом, больше внутри никого не было. Но на полу, прямо перед центральной иконой, той с фигурой на пороге, лежал предмет, которого там не было днем. Детская рукавица. Одна, без пар. Утром 4-го дня геологи начали детальный осмотр домов, которые накануне обходили бегло. Именно тогда обнаружилось
обнаружилась деталь, которую все пропустили с первого раза. В 7 домах из 23 входные двери отсутствовали полностью. Там не были сломаны, не валялись рядом, соды просто отсутствовали. Дверные проемы были аккуратными, петли на косяках. Целыми, но самих дверей не было нигде. Ни внутри, ни снаружи, ни в сенях. Соколова промерила проем. Все 7 одинаковые, 80 сантиметров в ширину и ровно 200 в высоту. Стандартный размер. Петли на всех домах смотрели в одну сторону. Двери открывались наружу. И на всех петлях не было следов ржавчины, характерной для металла, долгое время находящегося под открытым небом, без защиты, краски или лака. Петли выглядели так, будто двери сняли совсем недавно. В одном из домов без двери Коротков нашел на полу в сенях стружку. Свежую, светлую, пахнущую деревом. Именно такая стружка остается, когда дверь снимают с петель и тащат по полу. Стружка вела от петель к порогу и обрывалась у входа. Дальше ничего. Внутри этого же дома на столе лежала тетрадь. Обычная школьная тетрадь в клетку, советского производства. Страницы исписаны от руки, убористым аккуратным почерком. Язык был русским, но текст не читался как дневник или письмо. Это был список. Имена, даты, короткие пометки рядом с каждым именем. Всего 41 запись. Васильев переписал первые 10 строк в свой блокнот. Имена обычные русские. Матвей, Прасковья, Степан, Ульяна. Даты рядом с именами шли в диапазоне от 19 до 21 октября 2017. Пометки рядом с каждым именем состояли из двух слов. У одних было написано «ушел первым», у других «ушла за ним». У нескольких «не хотел, но пошел». Последняя запись в списке отличалась от остальных. Имени не было, только дата — 21 октября. И вместо пометки одна фраза. Врата закрылись, жду. 21 октября 2017 это был день, когда геологическая группа вышла из Красноярска в экспедицию. До деревни они добирались 9 дней. Белов первым посчитал, если последняя запись сделана 21 октября и группа нашла деревню 30-го, то кто-то был здесь еще 9 дней назад. Или кто-то знал заранее, когда придут люди, и оставил тетрадь намеренно. Соколова предложила третий вариант, который никто не захотел обсуждать вслух, что тетрадь появилась в доме не 9 дней назад, а этой ночью, да? Вместе со свечами в церкви и детской рукавицей на полу. Васильев забрал тетрадь. Он упаковал ее в полиэтиленовый пакет и убрал в рюкзак. В ту же ночь рюкзак стоял у его спального места. Утром тетради в рюкзаке не было. Пакет был на месте, застежка закрыта, но внутри пусто. Васильев перевернул весь рюкзак. Вытряхнул каждый карман, проверил подкладку. Тетради не было нигде. Он точно помнил, как укладывал пакет на дно под запасную куртку. Куртка лежала на месте, пакет лежал на месте. Тетрадь исчезла так же, как исчезли люди из этой деревни, без следа и без объяснений. Группа собралась на совет. Белов предложил уходить немедленно. Васильев настоял на том, чтобы остаться еще минимум на день. Слишком много осталось неосмотренного. В итоге договорились. Еще одни сутки, потом выдвигаться к точке эвакуации. Именно в этот день Коротков начал методично осматривать стены домов изнутри. Те поверхности, которые при беглом осмотре не привлекали внимания. В пятом доме от церкви, в дальней комнате, за большим деревянным шкафом, он обнаружил стену, исписанную сверху донизу. Писали углем, мелко, в несколько слоев. Верхний слой перекрывал нижний. Нижний уходил еще глубже, как будто разные люди писали на одной стене в разное время, не стирая написанного предшественниками. Коротков отодвинул шкаф полностью и отступил на шаг. Стена была покрыта текстом от пола до потолка на протяжении почти 3 метров. Большая часть текста была нечитаемой. Слои накладывались друг на друга, буквы сливались. Но в нескольких местах удавалось разобрать отдельные фразы. Коротков записывал их в блокнот, фотографировал каждый участок стены отдельно. Первая разборчивая фраза находилась примерно на уровне плеча. «Они приходят, когда лес молчит». Рядом другим почерком и, судя по степени выцветания угля, написанное значительно позже «Не смотри в центр». Еще ниже, почти у самого пола, крупными буквами, явно написанными в спешке. Двери забирают первыми. Последняя фраза объяснила 7 домов без дверей. Коротков позвал Соколову. Вместе они провели у стены около 2 часов, пытаясь расшифровать как можно больше текста. Удалось разобрать еще несколько фрагментов. Один из них, написанный аккуратным женским почерком в верхней части стены, гласил: «Первый раз они ушли в 38-м, вернулись через 7 лет, никто не постарел. 38-й — это 1938. Если жители действительно вернулись через 7 лет, они вышли из тайги в 45-м, в год окончания войны, которая их, судя по всему, не коснулась вовсе». Другой фрагмент, написанный поверх нескольких предыдущих слоев и потому относящийся к самым поздним записям. «Нельзя брать с собой чужих, они не слышат зова и остаются». Соколова прочитала эту фразу вслух, и оба замолчали. Потому что чужие в контексте этой деревни — это они. Геолог. В соседней комнате того же дома Васильев нашел еще одну деталь, которую внес в отчет отдельным пунктом. В подоконнике стояли 3 стакана с водой. Вода была чистой, без осадка. Рядом с каждым стаканом лежала монета. Советский пятак, все 3 одного года чеканки. 1972. Монеты были уложены орлом вниз. Белов, когда ему показали монеты, отказался входить в комнату. Он остался в дверях и сказал, что в деревнях так раньше ставили воду для умерших. Стакан воды и монета на 40 дней. 3 стакана,
3 человека. Орлом вниз монеты не кладут никогда. Это не православный обычай и не языческий. Белов не смог объяснить, что это означает, но было видно, что ему это известно. К вечеру 5-го дня рация начала барахлить. Сигнал пропадал на несколько минут, потом возвращался с шумом и треском. В одном из сеансов треск сложился в нечто похожее на ритмичный звук. Не морзянка, не речь, но явно не случайный шум. Белов записал его на диктофон. Запись сохранилась. Когда позже в Красноярске запись прослушали специалисты по акустике, они установили. Звук имеет искусственное происхождение и повторяется с интервалом ровно в 4 секунды. Источник сигнала установить не удалось. Направление, с которого он приходил, северо-восток, туда, где была поляна. В каждом доме деревни были часы. Васильев обратил на это внимание только на 5-й день, когда начал составлять подробную опись ему. Настенные часы, ходики с гирями, будильники на тумбочках. В 23 домах насчитали 31 часы. Разные модели, разные годы выпуска, разный механизм. Все стояли. И все показывали одно и то же время. 14 часов 17 минут. Это было не совпадение и не результат того, что часы просто остановились в разное время. Васильев проверил маятниковые ходики в 3 разных домах. Гири опущены до упора, завод кончен. Он завел одни, они пошли, отсчитали минуту и остановились снова. Стрелки вернулись на 14:17. Он завел вторые. То же самое. Механизм работал, пружина была в порядке, но часы упорно возвращались к одному показанию. Соколова проверила свои наручные часы. Японский кварцевый механизм. Батарейка. Часы, но когда она сверилась с телефоном, обнаружила расхождение в 40 минут. Телефон отставал. Она не меняла настройки. Белов проверил свой телефон. Тоже отставание ровно 40 минут. У всех 6 телефоны показывали одинаковое время, отличавшееся от реального на 40 минут назад. Коротков записал в блокнот. Время в деревне идет медленнее. Не фигурально, буквально. За сутки внутри периметра деревни проходило на 40 минут меньше, чем снаружи. Этот вывод получил косвенное подтверждение позже, уже после возвращения группы в Красноярск. Экспедиция вышла из города 21 октября. По расчетам Васильева, в деревне они провели 6 суток. Вернуться должны были не раньше 10 ноября с учетом обратного пути. Они вышли к точке эвакуации 7-го. Потеряли 3 дня. Или, точнее, 3 дня прошли снаружи, пока внутри деревни их не было вовсе. В 6-м доме от колодца Белов нашел детскую комнату. Небольшая, с низкими потолками, с деревянными кроватями и самодельными игрушками на пол. На одной из кроватей лежала раскрытая книга, букварь, советское издание, год печати 1984. Страница была открыта на букве «В». Рядом с книгой детский карандаш и тетрадь с прописями. В тетради последнее упражнение было выполнено до половины. Строчка букв обрывалась на середине страницы. Последняя буква была написана небрежно, с нажимом, как будто руку отвели от бумаги резко, в одно движение. На стене детской комнаты висел рисунок. Картина, не плакат. Детский рисунок карандашом, прикрепленный кнопками. На рисунке была изображена деревня. Дома, колодец, лес вокруг. И над деревней что-то вроде купола или пузыря, нарисованного одной непрерывной линией. Внутри купола человечки. За пределами купола шла темнота и схематичные фигуры, не похожие на людей. Фигуры снаружи смотрели внутрь. Белов снял рисунок со стены и принес Василию. Тот осмотрел его и отметил одну деталь. Купол на рисунке имел разрыв. Небольшой, в нижней части, как будто ребенок специально оставил проход. И именно через этот проход человечки изнутри выходили наружу, в темноту, к фигурам. Ребенок нарисовал не заточение. Ребенок нарисовал переход. В тот же вечер Васильев принял окончательное решение об уходе. Причиной стало не исчезновение тетради и не останавливающиеся часы. Причиной стало то, что Соколова сообщила ему тихо, отведя в сторону. Прошлой ночью она проснулась около 3 и увидела, что Белов стоит у окна. Он смотрел в сторону леса, неподвижно, около 20 минут. Когда она окликнула его, он обернулся и сказал, что слышит звук. Тот самый, ритмичный, с интервалом в 4 секунды. Только теперь он слышал его не через рацию. Он слышал его в голове. Белов не отрицал. Когда Васильев спросил его напрямую, он ответил спокойно, без попытки объяснить или оправдаться. Звук начался на 2-й день в деревне, сначала едва слышимый, как писк в ушах. К 5-му дню он стал отчетливым, ритмичным, равномерным, с четкими паузами ровно в 4 секунды. Белов сказал, что звук не пугает. Что он скорее похож на маяк, на что-то, что указывает направление. Васильев приказал выходить в ту же ночь. Белов не возражал, собрал вещи молча и первым встал у выхода. Группа покинула деревню в половине 2-го ночи при свете налобных фонарей. Они прошли около 2 километров, когда Белов остановился. Не споткнулся, не упал, просто встал посреди тропы и не двинулся дальше. Васильев подошел к нему и посветил фонарем в лицо. Белов смотрел прямо перед собой, в темноту между деревьями в сторону северо-востока. Его губы чуть двигались, но звука не было. Коротков и второй геолог Дмитрий Фролов взяли Белова под руки и повели дальше. Он не сопротивлялся, шел, но голову не поворачивал. Продолжал смотреть в сторону леса под таким углом, что шея у него была вывернута почти до предела. Через минуту он вдруг пришел в себя, моргнул, опустил голову, потряс ею и сказал: «Уже все, идем». До точки эвакуации группа добралась за 2 суток. Белов шел наравне со всеми, разговаривал, нес рюкзак.
Но каждую ночь кто-то из группы дежурил специально рядом с ним. За 2 суток он ни разу не остановился и не повернул голову в сторону леса. В Красноярске Белова осмотрел врач. Никаких отклонений в неврологическом статусе, давление в норме, рефлексы в порядке. На вопрос о диозвуке Белов ответил, что слышит его до сих пор, но значительно тише, и что с каждым километром от деревни звук слабеет. Через 2 недели после возвращения Белов позвонил Васильеву. Он сказал, что звук пропал полностью на 11-й день после выхода из деревни, и что перед тем, как пропасть, он изменился. Стал не ритмичным, а непрерывным, нарастающим, и длился так около 10 минут. После этого тишина. Белов также сообщил кое-что, о чем не говорил раньше. Ту ночь, когда он стоял у окна и смотрел на лес, он видел не только темноту. На краю деревни, там, где огороды упирались в линию столбов с символами, стоял человек. Неподвижно, лицом к деревне. Белов не мог разглядеть черт лица. Слишком темно. Но силуэт был четким. Взрослый, в длинной одежде, без шапки, стоял и смотрел. Белов не сказал об этом сразу, потому что не был уверен, видел ли он это на самом деле, или это было частью того, что происходило у него в голове. Теперь, когда звук прошел и голова стала ясной, он был уверен. Человек был настоящий. Васильев после этого разговора поднял фотографии, сделанные в деревне. Он просматривал их методично, снимок за снимком. На фотографии номер 118 общий план деревни, снятый с крыши одного из домов на закате 4-го дня на краю кадра у линии столбов, было темное пятно. Размытое, вертикальное, Васильев увеличил фрагмент до максимума. Пятно имело форму человеческого силуэта. Он сравнил его с тем, что было видно на фотографиях поляны. Пропорции совпадали. Отчет экспедиции был подан в геологический комитет Красноярского края в декабре 2017-го. Раздел с описанием деревни, церкви, поляны и находок был изъят из официальной версии документа. В архиве комитета хранится только маршрутная карта и технические данные по геологическим образцам. Васильев сохранил полную версию отчета лично. По его словам, в 2021 он передал копию в один из московских исследовательских институтов, занимающихся аномальными явлениями. Ответа он не получил. В феврале 2018-го Васильев получил письмо. Бумажное, в обычном конверте, без обратного адреса. Внутри один лист, написанный от руки тем же убористым почерком, что и тетрадь, найденная в деревне. Васильев сравнил почерк с фотографиями страниц тетради, которые успел сделать до ее исчезновения. Совпадение было полным. В письме было написано следующее. «Вы взяли тетрадь. Мы вернули. Вы взяли банку. Верните. Двери мы заберем сами. Не приходите к нам снова. В следующий раз зов услышите все». Соколова к тому моменту уже вернула банку. Не потому, что получила письмо, а потому, что лаборатория закончила анализ и вернула образец ей на руки. Банка стояла у нее дома на кухонной полке. После того, как Васильев переслал ей фотографию письма, Соколова поехала на берег Енисея и бросила банку в воду. Это было ее личное решение, которое она не стала объяснять. Письмо поставило под сомнение все, что группа считала фактами. Если кто-то из деревни написал его и отправил, значит, люди живы и находятся в пределах досягаемости почтовых отделений. Если письмо написал тот, кто стоял у линии столбов в ту ночь, значит, кто-то остался. Последняя запись в тетради говорила именно об этом. Врата закрылись. Жду. Васильев нанял частного детектива для установления источника письма. Детектив отработал 3 недели и установил только одно. Конверт был брошен в почтовый ящик в поселке Мотыгино Красноярского края. Мотыгино находится в 180 километрах от предполагаемого местонахождения деревни Карымова. Записи камер наблюдения в поселке за нужный период не сохранились. Камера на почтовом отделении не работала с ноября 2017. В марте 2018 Коротков самостоятельно вернулся в район экспедиции. Один, без предупреждения группы. Он дошел до координат, которые записал в прошлый раз. Деревни не было. Ни сгоревшей, ни разрушенной. Ее просто не было. Лес стоял сплошной стеной, без единого просвета. Коротков провел в том районе 2 суток, обследовав территорию радиусом около 3 километров. Никаких следов строений, никаких столбов, никакой поляны. Только тайга. Он вернулся с одной находкой. В точке, где, по его расчетам, должен был стоять колодец в центре деревни, он нашел на земле монету. Советский пятак, год чеканки 1972. Орлом вниз. Это была 4-я монета. В деревне их было 3 у 3 стаканов с водой. Именно после возвращения Короткова история получила то объяснение, которое никто из группы не хотел формулировать вслух, но которое единственное укладывало все факты в единую картину. Деревня Карымова существовала не в одном времени и не в одном пространстве. Она появлялась в физическом мире с определенными интервалами и уходила обратно, забирая с собой жителей. Жители знали об этом. Они готовились к уходу, накрывали столы, топили печи, закрывали банки, складывали вещи у поляны. Двери снимали намеренно, да? Возможно, потому что в том месте, куда они уходили, двери были не нужны или не работали. Фраза со стены. Они приходят, когда лес молчит. Описывала механизм перехода. Тайга замолкала перед открытием врат. Именно это и слышали геологи все 6 дней. Абсолютную тишину вокруг деревни. Врата были открыты. Жители ушли. Группа пришла в промежутке. Между уходом людей и закрытием прохода. Надо
Надпись на иконе говорила: «Ушедшие по зову вернутся, когда врата закроются вновь». Это означало одно: жители деревни уходили в Ошья и возвращались циклично. В 38-м ушли, в 45-м вернулись, никто не постарел. В 2017-м ушли снова. И где-то там, по другую сторону того, что геологи видели как обрыв следов в лесу, 41 человек ждет, когда цикл завершится. Белов после возвращения сменил работу и уехал из Красноярска. Его нынешнее местонахождение Васильеву неизвестно. Последний раз они говорили в 2019-м. Белов сказал только одно: звук вернулся. Тихий, едва слышимый, раз в 4 секунды. Васильев опубликовал сокращенную версию своих записей в 2022. Не в научном журнале, а на личном сайте, без претензий на академическую достоверность. Он перечислил только факты: координаты маршрута, даты, описание находок, результаты лабораторных анализов. Никаких выводов, никаких теорий. Просто последовательность событий, зафиксированных 6 людьми в течение 6 суток. Публикация не вызвала широкого резонанса. Несколько форумов, посвященных аномальным явлениям, перепечатали текст. 2 журналиста написали Васильеву с просьбой об интервью. Он отказал обоим. Один исследователь из Новосибирска связался с ним и сообщил, что в архивах местного краеведческого музея нашел упоминание о деревне с похожим названием – Карымовка. В документах 1912 года. Согласно записи, деревня была основана переселенцами из Архангельской губернии и насчитывала около 40 дворов. В документах 1923 года деревня не упоминается, как будто ее никогда не существовало. Это означало, что Карымова исчезала как минимум трижды, между 12 и 23, в 38 и в 2017. Интервалы между исчезновениями 11 лет, 79 лет. Никакой очевидной закономерности, если только она не скрыта в тех символах на столбах, которые не смог расшифровать ни один специалист. В 2023 году в тот же район Красноярского края отправилась небольшая независимая группа, 3 энтузиастов, читавших публикацию Васильева. Они вернулись через 10 дней, деревню не нашли. Но один из 3, мужчина по имени Сергей Панов, в своем отчете на форуме написал следующее. На 6-й день в лесу они вышли на поляну идеально круглой формы. Земля в центре твердая и темная. Компас указывал в центр. Тишина была абсолютной. Панов написал, что они пробыли на поляне около 20 минут и ушли. Ночью того же дня он проснулся от звука, ритмичного, повторяющегося с равными интервалами. Он разбудил остальных. Они его не слышали. Панов слышал звук еще 4 дня, до самого выхода из тайги. На 7-й день после возвращения домой звук прекратил. В отличие от Белова, он не стал ждать, исчезнет ли звук сам. На 3-й день после возвращения он обратился к врачу. Невролог не нашел отклонений. Панов написал Васильеву личное сообщение с одним вопросом: через сколько дней у Белова прошло. Васильев ответил: через 11, у Панова прошло через 7. Вопрос, с которого начиналась эта история, звучал так: может ли целая деревня исчезнуть из реальности и вернуться обратно? Факты, собранные Васильевым, дают не ответ, а кое-что более точное — описание механизма. Деревня не исчезает, она уходит вместе с людьми, вместе с едой на столах и свечами в церкви. Она существует где-то в промежутке между появлениями и возвращается, когда цикл завершается. Жители знают об этом. Они готовятся, они оставляют воду для тех, кто придет в их отсутствие. Они пишут на стенах предупреждения. Они снимают двери, потому что там, куда они уходят, двери сам это лишнее. Самый тревожный факт во всей этой истории — не часы, показывающие 14:17, и не свечи, загорающиеся сами по себе, и не следы, обрывающиеся на твердой земле посреди леса. Самый тревожный факт — это письмо. Потому что письмо означает, кто-то из Карымова находится по эту сторону. Кто-то остался. Тот, кто написал в тетради последнюю строку: врата закрылись, ждет до сих пор. Он знал, что геологи придут. Он знал, что они возьмут тетрадь. Он вернул ее и написал им письмо с конкретным адресом отправки за 180 километров от деревни. Этот человек ходит среди людей, покупает конверты, бросает монеты орлом вниз у того места, где стояла деревня, которой больше нет, и ждет, когда врата откроются снова. Следующее исчезновение деревни Карымова, если верить записям на стене и логике предыдущих циклов, уже произошло или произойдет в ближайшие годы. Поляна в тайге все еще там, земля в ее центре все еще твердая. И если вы окажетесь достаточно близко в момент, когда лес вокруг замолчит, значит, врата открыты. Вопрос только в том, в какую сторону.